face open. Cut up the can you drank, it's gone. Watch us slip into the wrong world. Watch as your eyes fill up with blood. You know, I mean, oh, in all this fiction, well, it really messes with me. I need a right shot, keep my mouth shut, to keep from saying what I'm afraid of. I need a rocket, shooting to the moon. It's no point of my sort of pop fiction. Dream. И мы в эфире. Всем здравствуйте, всем здравствуйте. Всем привет. Всем здравствуйте, всем привет, ребята. Пиджон, hello, ты первый, самый первый. Как слышно, как звук тогда? Делись с нами. Стрим начался вообще, надеюсь? Стрим начался. Я тебя не вижу, но стрим вижу. Да, вебки нету, вебка сломалась, так что сорян. Здорово, Вольт, здорово, привет, Инна, Павел, привет. Все хорошо, но стрима нет. Окей. Я надеюсь, это была шутка. Пока что мы стримим с тобой просто картинку. Ага, сейчас мы стримим эту. Все, окей, значит, стрим есть. Мне, конечно, не на том браузере это все запустил, надо было, наверное, на каком-нибудь отдельном. Слушай, что у тебя... А, ты что-то запустил, я понял. Да, это нормально. Я думал, у тебя запустилось, у меня нет. Я думаю, ну что за дела? Это норма. Так. Насчет золотых песков, кстати, они же намекали, что будет какая-то движуха. Так что вполне вероятно, там будет какое-то почти эпическое сражение. Почти это потому, что они говорят, что оно будет эпическое, а почти понятно почему. Так. Потому что что-то, может быть, пойдет не так. А мы знаем, что эпического может и не быть, да? Ну, типа, да, будет опять там принеси 50 ящиков или что-нибудь такое. Кстати, насчет крестового похода на золотые пески я бы согласился. Это мой любимый Telltale. Сейчас, ребят, трансляция начнется, и мы нормальную экраночку сделаем. Нет, О! не золотые берега, а... Опа. Еще 2 минуты ждать. Дед! Спасибо за фоллоу. О! Идеально, все, отлично. Сейчас мы звук отстроим. Чиверс! Привет, добро пожаловать. Спасибо за фоллоу. Блин, джихад шлюпки реально тема была. Ты помнишь вот эти шлюпки? Да. Вообще офигенно. вообще имба была. Что они их брали? Джихад шлюпка. Придумал же такое. Я не понимаю, какая у меня вкладка дублирует звук, если честно. Опа! Нам кинули какой-то кристаллик. Чир. Вот, что это? Что делает этот чир? Спасибо, Чиверс. Что это дает? Я не знаю. А, это валюта, по идее. Валюта местная? Да. Батюшка. Тебе кто-то заплатил. Да вы чё? Спасибо, Чиверс. Пока не знаю, что это, но уже благодарен. Валюта Твича. То есть ты хочешь сказать, ты денег кинул, что ли, чтобы нам валюту типа дать? Да, да. Нифига, блин, спасибо, братан. Спасибо большое. Капец, надо в Твиче еще разобраться. О, первый раз. Так ты первый, кто нам такой кидает. Капец, спасибо большое. Надеюсь, трансляция сейчас его будет отлично. И мы с вами вообще по кайфу это прокатимся. Звук Я пока нормальный? даже не знаю, чего ожидать, конечно. Я пока тоже не знаю. И все начинается. Джихад шлюпки, блин. Я до сих пор ржу. Давай голосом Володарского.
Xbox Game Studios представляет диск ТВ мигающая точка. В далекие времена пираты. Кто не хотел быть пиратом? Я всегда хотел посетить таверну пирата и поддаться этим приключениям. Все, короче, я не буду вам портить настроение. Слушай, это же они все, получается. Да, это все разработчики. Блин, батюшки. Вот это уровень. Нам продолжают кидать. Спасибо большое, Сиверс. Продолжаем делать гайды, все для вас, ребят. Собственно, пока вкратце они говорят, как они собрались. Так, я думаю, вот такая большая задача. И вот они собрались и делают эту игру великолепную. В бок, чтобы не мешало. В которой будет смешаны все самые офигительные черты пиратской жизни и прочего. Сокровища. We just couldn't get enough servers online. Have we lost this moment for this wonderful game? Их штормовые моря. This is by far the most ambitious game Rare has ever created. How did this game become the most successful new IP for Xbox since Как эта игра стала такой успешной на Xbox первого поколения? Ну, Xbox One, в смысле. Ну да. Типа у нас было какое-то направление в развитии, но у нас не было карты, и мы каждый раз по-новому пытались все это изучить, чтобы сделать лучший экспириенс для вас. Ну да. И они пытались что-то уникальное сделать, какой-то уникальный этот IP. Это не просто игра, это комьюнити. Это великолепная игра. Ну, думаю, это переводить надо, это понятно. Ну, тут да, вроде бы все понятно. 5 лет прошло. Да. А хитрек все еще там же. А хитрек все еще не починили, да? И арену убрали. Верните арену, ублюдки. Это они смеются. Спасибо, Кэп. А в 2014-м. Так, они рассказывают про свою первую игру. Не первую, одну из первых, ну, раннюю игру. Компании Rare. Они в тот момент еще не знали, что они будут делать. Искали разные идеи для новой игры. Да. We didn't know what it was, but we really passionately wanted to be a part of it. They had ideas for what the game could be, but they're also just on paper. There was nothing tangible. Собственно, часть команды не знала, что это такое, но они прям хотели принять в этом участие. Собственно, как и сейчас, у них тогда была идея, но они не знали, как ее реализовать до конца. Это уникальная, конечно, вещь, когда студия пытается сделать что-то такое. Они очередную колду. Собственно, сейчас, наверное, будут, как обычно, перечисления всяких хороших черт. For me, growing up, Rare Games represented at their core just a wonderful gameplay experience. But Rare hadn't released a new IP in almost a decade. Собственно, сейчас пока показывают их предыдущие проекты, самые известные. Вот Battletoads, не все знали, что Battletoads это их игра. Я тут чуть не знал. The hardest thing that there is to do in the game industry. To be at the start of a brand new game at Rare was something I never imagined I'd get the opportunity to do. We knew that the next game. То есть до этого они разрабатывали по каким-то известным франшизам, я так понимаю, игры? Нет, это все их. Они прям, у них очень много крупных, достаточно известных для своего времени вещей. В том числе пиратская одна игра. Ну, подожди, ну, смотри, Battletoads вышел на Sega еще. Да, они еще с тех времен. Ничего себе. Games tended to have the same stories repeated the same. It was always killing other players or kind of competing against others and feeling more powerful. Ну, собственно, они говорят, что в основном в геймплее обычно это либо захват флага, либо там тим-матчи. И вот им хотелось чего-то, видимо, привнести своего. Привет, Дип. И они хотели, чтобы игроки сами создавали свои истории во время игры. Дана? Какая Дана? But first, our crew needed to decide what the game would be about.
Send in the developers. Короче, Dinosaurs. был вечер, когда нужно было решить, какую игру следующую мы будем делать. Пригласите типа разработчиков. О чем она будет, да? Да-да-да. Deep sea exploration. Ух ты, сначала они вообще хотели вампиры против оборотней. Слушай, она нормально так играет, да? Да. Escape into. And that's where the idea of pirates came from. Собственно, они хотели, чтобы в игре можно было потеряться, грубо говоря. Все любят пиратов. И Продолжайте. да, и пришли к идее пиратов. Players on a pirate ship together, commanding this vessel together. Сделать команду in this людей на adventuring пиратских world кораблях, immediately just которые felt really отправляются в exciting. путешествие. If you think about Pirates of the Caribbean, Ну, собственно, захватила их эта идея, да, you think about пиратов These were Карибского wonderful моря. touch points for us in terms of the way we wanted the game to feel. I think everyone knows like pirates and the kind of mischief. Не смотрел Гонис, но вот они про них говорят, что они их тоже вдохновляли. You still have that kind of fun where you just joke around. Then going to a theme park drunk together with your best mate. Yeah, that's what it feels like. And it wouldn't affect your ability to play the game. It would probably enhance it. Они говорят, что это как будто в паб сходить. Ты приходишь один раз, и настолько тебе по кайфу, что ты приходишь снова. Не знаю, ходила в пабы, делать там нечего особо. Previously, our designers had been in a world where they were very much creative designers, and then the engineering team and others were the ones who were bringing those ideas to life. With the prototype for Sea of Thieves, Не знаю, мне was все very включено. different. The Все engineers would build уведомления a lot of the донатные. stuff, and then everyone was just. Я, кстати, пока не видел. Я так одним глазом, конечно, смотрю. Погоди, дружище, проверю. А А ты музыку заказывал или что? Просто я музыку пока отключил. So, should be 2 boats, 2 crews. Explore it as a crew, as you normally would, and then we'll have a feedback session at the end. Hang on a minute! You can't got something by our ship! So the prototype started. Собственно, началось с того, что они просто на 2 кораблях тестили, они особо не запаривались насчет графики и прочего. Играли, а потом свои ощущения рассказывали. Причем, обрати внимание, они играют на геймпадах от 360-го Xbox. Ну так это 2018 год. Так, это самый первый бета-тест их, то, что они сделали. Все видели скриншоты? Которые так и остались, видишь, перевернутый Да-да-да. Блин, узнали, да, форпост? Да. О, девочка симпатичная сидела. На первом плане. Собственно, основной посыл у них был: пробуем, получается, не получается, идем дальше. We didn't care about the graphics, we didn't care about the audio, we didn't care about the animation. It was all about the fun, finding the fun. Ну и основная цель была, чтобы это было весело. То есть ни графика, ничего они не преследовали на первых порах. No, that's me. Okay, we'll go to that now. Just don't grab bread and assume it's not there. Yeah, that fix isn't in this build, so don't do that. Карен, привет. Салам алейкум, алейкум салам. Shelley Preston is my wife. Andy is my husband. And we met as это его жена, прикинь? Да ладно. Да, нифига там целое это. И они, когда были тестерами, встретились в 2005 году, а поженились во время создания Sea of Thieves. Они по ночам делились идеями об игре. Интересно, во время процесса или ты? Типа, ну, я не знаю. А что если сделать карту сокровищ? Кажется, я хочу попробовать кое-что новое, да? Раз расчехлять. Да. А что если они будут светиться? Стиверс, если что, дат никакого не пришло. Ща, погоди. Давай, удачи. Давай, Стиверс. Собственно, поначалу они даже не знали, как вот чувак будет там респауниться и прочее. У них были спасательные корабли или шлюпки изначально. Корабли появлялись на дистанции, и, типа, видимо, можно было за счет них попасть на корабль там и спастись.
Мачта пошла по... Слушай, это вертолет. Helicopter. Whereas some people on the team didn't have that same knowledge. We like level designed the ship, which was like actually terrible. It was close to like a cruise liner or a ferry, but it felt absolutely nothing like a pirate ship. How can I tell? Сначала они сделали дизайн корабля, и у них получилось что-то больше похоже на пароход. Им пришлось все делать заново. Собственно, тот чувак седоволосый, он разбирается в пиратстве и кораблях, и он сказал, что это все надо переделывать. А уже в следующий раз они сделали перевод. We did destroy all evidence of it. So. Part of the design of when you first step out the tavern and you see the ship ahead of you, there's no like grand tutorial that says you need to raise the anchor, you need to lower the sails to get going. There's little moments of magic sort of popping as you play. Learning how to interact with this world, like with just... Они говорят, что вот в начале, когда ты выходишь из таверны, у тебя нету никакого, по сути, обучения. Ты просто выходишь в этот мир и прочее. Ну, изначально так и было. Сейчас уже все-таки сделали обучение. Sailing the seas on your ship with your crew was that kind of, oh my god, run something really special here kind of moment. Собственно, она была уверена, что игра всем зайдет. Слушай, обрати внимание, гарпун еще на этапе прототипа был. Представляешь? Да, еще раз не знаю, Donation ничего не видно. Досмотрим и разберемся. На связи будет, если что. Вот сейчас твоя тема. Визуалы пошли. Ой, это я люблю. Они хотели разобраться, какой визуальный стиль дать игре, чтобы это выглядело мило, просто, типа, и доступно всем. Вот по концепту первые рисовали там. Ну, совсем мультяшный хотели поначалу сделать. Ну да. Вот их ориентир это Вонки. Что такое Вонки, мы пока не знаем. Это, видимо, какой-то известный мультик или игра какая-то. Может быть, имеется в виду шоколадная фабрика, которая еще там зовут? Вонка. Ну, видимо, какой-то нелепый там, знаешь, что такое фильм. And I think that's just what makes the characters kind of lovable in that sense. It doesn't feel like that uncanny valley kind of like, you know, this is a perfect Disney princess. It's a bit grittier than that. It's kind of real. Они хотели сделать персонажей такими, чтобы они не выглядели как диснеевские принцессы, а типа такие немножко неуклюжие, но при этом уникальные. Своей харизмой каким-то необычным стилем. Early into prototyping, our intrepid crew were convinced they had a game that could find its sea legs to stand among the legends of Rare. But first, they had to convince the leadership team at Xbox. We created our own video. Они изначально думали, что это будет какой-то как Battletoads на уровне и прочее. И вот сейчас они уже идут доказывать это главе Xbox там и команде Xbox. Что они не просто какую-то фигню делают. When we did the full pitch to Phil Spencer and Kudo Sonoda and some of the other leadership team within Xbox, they had no idea what we were doing. We'd purposely kept it secret from them. It was really important that we were able to demonstrate. И они изначально держали в тайне вообще, что они делают долгое время. И ничего не показывали. And they were like, what? It was basically the whole game, but just with rubbish graphics. Собственно, игра была уже готова, но графика была отстойная. You wanted to be, you could play in the way that you wanted to play. Certain members of our leadership team who will go unnamed, Kudo, became like the self-sabotage. I came into the industry as a tester, so I like going in and trying to figure out how to break things. So I just did everything I could to push the group off the given path
to see how the game would Собственно, react. этот парень говорит, что он до этого работал тестировщиком, поэтому он делал все что угодно, чтобы пытаться сломать игру, там как-нибудь покайфовать и прочее. Across multiple sessions, Rare used the prototype to build excitement within Xbox. None of the players know that they're going to be in the same world together, so we're all rushing to try and get them in and get the game started so they don't see each other's names in the lobby before we press start. They're leaving now. И здесь была фишка на этапе теста, никто не знал, что они играют на одном сервере. То есть они все друг против друга там фигачились, но они не знали, что они друг против друга. Ха, прикольно. Да. What can I hit people with? You've got a sword already, so. How about raw chicken? Yeah, you can hit him with raw chicken. You can hit him with anything. Чем я могу мочить людей? Курицы не можешь, курицы не можешь. Нет, я потерял свой меч. The lead designer was the kind of guide in the crew. We had the playable gameplay prototype, which was very rough looking, and then we had this art diorama. So you could kind of look at both and go, imagine playing that with it looking like that, and it was like incredibly exciting. It's like, man, when those two merge eventually. Они как сделали? Они сделали прототип, но при этом у них был, как это называется? Ну, то есть они могли посмотреть на картинку и понять, как это будет выглядеть. Да, вот примерно, когда будет графон добавлен. Все заблевано, и он умер. Передоз, передоз, передоз. Why can't we all just get along? You just hit me with a chicken. О, это форт это. Ой, форт, блин. Корабль мертвых. You died. Look at all of you. Pretty amazing moment we took out their ship. Whose ship did we play? That was. Did you see that mast? It just went. We couldn't have hoped for it to play out any better. Afterwards, they couldn't stop talking, right? We were trying to get into the next part of the pitch and everything, but they were just chatting, sharing stories all over lunch. Но если вкратце, всем очень понравилось. Спасибо, Кэп. And get them to play. We've never done something like that before at Rare. There was no better tool than playing it firsthand to kind of truly understand what that game's about. I felt amazement when I saw the ship's mast just blow off of the cannon. That was awesome! Oh my god! Ну, собственно, описать это было невозможно, поэтому они просто пригласили их поиграть вообще, чтобы понять, что это такое. We had a wheel of emotions, and we'd ask people at the end of a session to write what happened and put them where they made them feel. I'm gonna go with rage on killing. Они попросили их на бумажках написать свои впечатления и приклеить их на доску. Moments of sadness and moments of elation. Try and make sure we were getting a good coverage over all of the wheel of emotion, and that informed the gameplay that we added into the game. It was just pretty clear during that playtest session that there was something special. The more that you personalize your gameplay around what you like to do and what kind of person or pirate you would want to be, the more fun the game became. And that's when I was like, oh my gosh, true believer in this one. This is going to be awesome. Наверное, офигенное ощущение, да, когда ты показываешь свою игру первую, и там люди радуются, им что-то нравится, да? Да. Мне кажется, прям кайфово. Причем, ну, тест так хорошо прошел, судя по тому, что мы видели. Ну да. А, ты помнишь трейлер первый, который показали? Я прям такой тогда, ох, вах, Не, я не видел первый трейлер. Нет, ты видел. Ты мне сам даже, по-моему, скидывал такой, вот это прикольно. Да. Announcing their new game to the world at E3 2015. E3 is the Electronics Entertainment Expo. Everyone comes together to show off the latest and greatest games. And if you're going to announce a game, E3 is the perfect stage to do it. Анонс должен был пройти на E3 в 2015 году, и вот они к нему готовятся. А у них не было даже названия игры, кстати. Удивительно. Никаких сокровищ для мертвых, типа первое рабочее название. Ну, Treasure for the Dead было, даже видишь. Оригинально. No trace of it. See, I even forgot it as well, which is that's not a good sign. I think we should go back to romancing the sea. Yeah. Romancing the sea. Romancing the Kraken. Romancing the Sea? Серьезно? Забавно. We are writing down some keywords that we like on a post-it note. Каждый написал название, которое нравится, и видимо сейчас кинут в шляпку, да. Pretty good. Massive ocean. Hat. Ты переводи, как переводится-то. Massive Ocean Distant Hat, ну это типа огромный океан и дальняя шляпа какая-то, я не знаю.
Короче, набор слов просто. Нет сокровища для мертвых. Ну, то есть, чушь. И вдруг вот пришли к названию Сеоды из моря воров. It captured the world and your place in it. For me, it's like that whole choose your own adventure. It sounds like one of those old books, right? And it was just as soon as you saw it, it was like that's it, like that. Ну и они прям вот кайфуют с этого названия, прям все в него входит. И тебе приключения, и то, и сё. 500 of our biggest fans who are sleeping overnight to get tickets to our briefing. 500 человек пришли, чтобы там посмотреть все это дело. As fans waited for the show to start, studio head Craig Duncan. Он делает упражнения. Это как Эминем в фильме, да, «8 миля» разминается. Да. Он просто немножко старше, опытнее. О, как, слушай, как классно выглядит этот череп из вулкана. Собственно, первый трейлер был кинематографичным. Они хотели делать кинематографичный трейлер, хотели, чтобы первое впечатление было такое, как они получат в игре. Да. Но они понимали, что у них не было возможности дать людям играть там несколько часов, чтобы понять, о чем игра. Им нужно было короткий сделать трейлер, снятый в самой игре. Собственно, он и снимал вот этот трейлер, то есть он обходил это все. И игроки высказали свой респект, типа, спасибо, что показали, как это действительно будет выглядеть. 5,000 people in the room and 10 million people watching live online. Он типа очень нервничал, потому что было 5000 зрителей в зале и миллион зрителей на прямой трансляции. Я тоже, наверное, нервничал. Еще бы. 2015 marks the 30th anniversary of Rare. Today I'm proud to give you Вот видишь, в 2015 году их студии исполнилось 30 лет. Ничего себе. И он сегодня показывает первый взгляд на игру. Фантастический мир, который игра принесет. И бесконечные возможности. Это самая амбициозная игра, которую Rare когда-либо создавала. Остальная команда смотрела это все на диване. Серьезно? Тут он выключился, потом включился у них экран. То есть все-таки они видели, что там происходит. Трейлеры как могут делать, да? Ну да, трейлеры всегда все точно. Reaction in the room was incredible. My phone was going crazy. You can feel the reactions of you announcing something literally a minute after you do it. Собственно, реакция была просто феноменальная. 2015 Ну, собственно, они показывают, что они там сделали, и они прям кайфуют от того, что такая отдача. Куча всяких сообщений на Твиттере. И никто не ожидал, что сделают пиратскую игру в таком формате. Ну, собственно, о май гад, сейчас будет. Понятно. А смотри, какой прикольный. Они обожали вот пиратов и хотели понять, как это все. Прикольно. Они наняли 2 консультантов. I remember driving around every fancy dress store, purchasing as much fancy dress stuff I could get our first pirate. Они объезжали кучу всяких одежных магазинов, покупали какую-то пиратскую одежду, какие-то предметы. I expensed Он ничего не только я игрок. of gold chocolate coins from eBay. That triggered a worldwide. Он заказал на $200 фунтов даже золотых каких-то шоколадок.
Покупали вот шляпы, куртки, еще там что-то пиратские. И играли в игру. Так, конечно, все классно это выглядит, да, типа? Да. Всем членам экипажа. Короче, им всем давали клички пиратские. Грязный Макверти. Я даже, наверное, знаю почему. Thanks, Greg. I'm not actually from the north, but you know it rhymes, so there we go. My pirate name is Horse from the north. Кто-то там с севера, северный. I didn't choose that. У него вообще проклятый парк. Они постоянно что-то вешали, ну, картинки какие-нибудь на стены. У них были деревянные полы. Чатик, вы живы вообще? Что-то ни одного сообщения. Это прикольно было. We had a lot of fun for a week or two, basically pulling in a bunch of people from around the studio that wanted to voice act. Они где-то 2 недели тусили, веселились, записывали вокальные партии. Кстати, вот эта штука на пластинке зарелизнулась, его вокал. Блин, конечно, ранние прототипы это такая ржака. Да. И они делали изначально все на Unity, им пришлось это все переносить на Unreal. Изначально все было настроено на скорость. Им пришлось все переделывать на новом движке. Все должно было работать с несколькими игроками в огромном мире. А прототип был настроен на маленький мир, мало игроков. Им нужно было на огромную аудиторию это все рассчитать. На Unreal уже игра начала выглядеть потрясающе. И... А физика была просто ужасная почему-то на Unreal. Нет, на Unity. А на Unreal уже она была потрясающая. Вода выглядела просто феноменально. Потом мы добавили корабли, а корабли уже реагировали на все там нюансы воды и прочее. И им пришлось сделать так, чтобы корабль уже все-таки как-то более реально ощущался на воде. И изначально вообще как бы физика была не очень, они в общем ее доработали. Честно, про графон, про стилистику игры, что все выглядит так, как будто все нарисовано. И вот типа они добились этого. Они хотели, чтобы все выглядело, как будто оно рисовано на картине. А их задача звука была сделать так, чтобы все было с одной стороны волшебным, но при этом реалистичным. Им надо было придумать, как будут себя вести все персонажи. Я думаю, что люди, когда проходят мимо нас, они думают, что мы сумасшедшие. Но это, собственно, те, с кого снимали движение. Нужно было сделать так, чтобы звуки в игре, они были в тему и все было классно. Вкратце.
Это композитор, и он говорит, что нужно было на каждый какой-то отрезок игры придумать музыку. Даже в том числе за музыку, которая попадание ядра. Да, попадание ядра, рыбалка, в общем, на все нужно было сделать какое-то музыкальное обозначение. Да-да-да, вот это вот. То есть, когда ты попадаешь в корабль, то играет тоже какая-то большая музыка. И, собственно, все вместе оно создает великолепное впечатление. Когда я играю в Sea of Thieves и нахожу других людей, мы выпиваем, играем музыку. Можно играть на разных инструментах, на концертине, на банджо. И у них все-таки разные партии, поэтому вместе оно звучит как полноценный трек. И у них был такой подход, что нужно было понять, как будет звучать пиратский оркестр. И поэтому даже если кто-то будет играть неправильно, там пару нот, это не важно, это все равно будет звучать по-пиратски круто. Они пошли в какой-то магазин, где продавались древние инструменты всякие, подержанные. У него был кабинет с кучей концертин. И они тестировали их на звук, соответственно. Что-то было поломанное, что-то там симпатичнее, что-то такое-то, что секое. Он говорит, зачем вам вот этот хлам, продавец? Не-не-не, это то, что нам надо. Он говорит, я не знал вообще, что с этим делать, но нужно какое-то время, чтобы научиться на этом играть и привыкнуть. Ну, азиаты учатся всему за ночь, так что лукавит. Делать это лучше всех. Да-да-да. У них главная тема была в том, что они все держали в секрете и ничего не рассказывали. А у него все началось с того, что он просто снимал, как вообще они это все делают и прочее, и он стал частью команды, ответственной за видео. Они, собственно, построили таверну, в которой они снимают все это дело. Он снимал... собственно, похоже, он и снимал эту документалку отчасти. Потому что он на всех этапах там снимал, что они делают, что происходит. I'm giving away all expenses paid trips to England to visit legendary Studio Rare. Он говорит, что я оплачу все затраты на поездку в Rare, чтобы поиграть. И они провели соревнования. Тот, кто первым справится, тот может поиграть в игру, приехать к ним в офис и поиграть. И, собственно, люди снимали там кучу всего, какие-то поэмы придумывали, еще что-то им слали. Сейчас они покажут, кто выиграл в итоге. When you hand that world over to players, you're going to see things you didn't expect. That input was absolutely invaluable. А когда ты передаешь в руки игру людям, которые ничего об этом не знают, то ты видишь ее с другой стороны. А игра могла вообще не сработать, все могло пойти не по плану. Просто смотреть, как они заходят в игру, что-то там начинают делать, это прям магия. Собственно, все бухают, видимо, на первых порах, да? Люди смеялись, кричали. Ты оставил меня позади, нам конец.
And with the developers seeing fans experience the game the way that they had hoped, it was time to bring Sea of Thieves to the show floor. И когда они поняли, что люди кайфуют от игры так, как они планировали, они решили уже принести игру на E3 2016 года. Но сначала у них был сюрприз. Собственно, он рассказывает о том, что они пригласили часть комьюнити поиграть, и сейчас они рассказывают свои впечатления. Just remember that moment of standing there, watching them, sort of realizing, oh my god, like, this is us. This is our experience of playing this game. We're just like shaking each other, like, what? И они не ожидали увидеть себя на экране, и они такие, да ладно, стоят и в шоке вообще. Прикольно, наверное, чувство. Да. We decided we were going to go on the show floor. Ну вот уже на серьезных геймпадах. We were going to man the stands ourselves. We were going to organize people coming on. We were going to give them T-shirts. We were going to actually play the game with them. It just escalated so quickly. Они решили сами все организовать, там сами стояли, сами раздавали футболки. The love that they had for that little tiny bite of an experience. И они дали на 3 часа поиграть в игру. Им даже пришлось очередь закрыть, потому что было очень много желающих. Он не видит. И при всем при этом он может играть в эту игру и как бы полноценно это делать. То есть он абсолютно слепой, видишь? И тот факт, что даже слепой может играть в эту игру, ну здесь без шуток, здесь уже, ну они действительно там много сделали для того, чтобы люди могли играть ограниченным, да. We had this set of technical alphas where we would release update videos to try and encourage people to come into. И, собственно, перед тем, как релизнуть игру, нужно было пройти несколько этапов альфа-тестирования. Они пригласили, собственно, тысячи игроков, чтобы тестировать игру. И они впервые получили отзывы людей и как бы поняли, что куда и как. That was the first time we had people playing at home. It was also a way of us checking that what we built was Это было впервые, когда люди играли дома в эту игру. When you embark on a trip И они на сайте смотрели их отзывы. you'll have a map to get you sailing in the right direction. In this case, a classic X marks the spot. В альфа-тесте им давали карту, и нужно было найти, соответственно, раскопать что-то. That was a huge new thing for us, and it was an amazing decision to do that because it helped ultimately shape what Sea of Thieves became. I think I had spent 8 hours that night playing. It was a very unique experience, and Он где-то 8 часов провел этой игрой. Понравилось, да. Face 22 известный чувак, да. When we launched the beta, ну и, собственно, они креаторам показали, то есть тем людям, которые там стримеры, еще там кто-то. Чтобы они ее стримили и показали вообще, что да как. Собственно, запуск. Жалко, они не показали трейлер, который такой прикольный был. Там, где они бухают, стреляют из пушек. Я еще не помню такого. As we're getting closer to launch, we're trying to get things done quicker. Чем ближе мы к запуску, тем больше мы пытаемся по-быстрому что-то там доделать, переделать. Начинается какой-то хаос. Любую игру сложно сделать, а новый IP еще сложнее. Это просто что-то новое. Дизайнерам всего было 4. Им пришлось разделять и властвовать. В коллективе они все-таки поняли, что могут сделать гораздо больше. Им нужно было очень много всего сделать, чтобы это выглядело достойно.
Самая большая проблема была в том, что если чуть-чуть переборщить по графике, по ее составляющим, то там что-то начинает вылетать или не работать. There was definitely a sense of reality creeping in a way. What is our best foot forward? What needs to be in the first version of the game? И самое страшное было непонятно, что, ну, как бы, какой следующий шаг, да, там, что делать. И очень тяжело избавляться от каких-то фич в игре. Изначально огонь был, но им пришлось отказаться от него, когда огонь распространялся по кораблю. Вулканы изначально были, но им пришлось от них тоже отказаться. Они изначально не знали, как будет себя вести Кракен, как это будет выглядеть. I was so pleased when that finally made the cut, and it was right there in that launch trailer. И они столько там спорили, как это все будет, и в итоге они дико кайфовали, когда уже увидели вот релизную версию на трейлере. We knew that it was a game that was going to stand up well, really resonate with the community, would lend itself Они знали, well что to игра streamers. отлично So it's выстоит. just sort of a natural progression then to Она put it in отлично Game прошла Pass. тест у стримеров, у комьюнити. И, собственно, они добавили ее в Game Pass. Это был один из первых релизов на Xbox Game Pass, а еще только появившихся подписку. И она была доступна с первого дня. И для них был шок, потому что людей было настолько много желающих в первый день. Даже начал Спенсер здесь. Да-да-да. И они не знали вообще, что будет, сколько из... То есть там, допустим, 20 миллионов подписчиков, и сколько из них ринется просто на старте в игру. Wow, it looks so good. The water looks so good. We got this, baby! Oh, God dang it. What the heck? What was that? Shit was going down. I died immediately. Oh, my God. Oh, no! There's so many of them. Bail the ship! Bail at the ship! Bail at the ship! What? Me game crashed. Why is it unable to load? What? We lost internet on the Great Sea. No, my game crashed. What the fuck just happened? Fucking servers aren't is it not filled with content? The servers don't fucking work. I'm so disappointed right now. Собственно, изначально сервера не выдержали, были проблемы с багами, игра вылетала. Если вкратце, то, что мы сейчас слышали. И что, это все? Sea of Thieves нет никакого контента. Ничего не меняется, да? The game was awash with complaints of technical issues, crashes, and when players could play. Про игру писали, что куча всяких технических проблем. И прямо очень мало контента на старте. Нам это не помешало в нее рубиться бесконечно, да? Мы с тобой зашли, когда уже какой-то контент добавили, кстати. Изначально было еще меньше. Там были только базовые задания. Да, и форт, по идее. Первый, единственный, да. И они поняли, что это не та игра, которая это могла бы быть. There was definitely a dark period just before launch and just after where it felt like if we lost this moment for this wonderful game to shine that we'd fallen in love with. Riding the wave of seeing the feedback, seeing the laughing and joking on the streams, and seeing how it's like resonating with our players, that wave started to dissipate a little bit, and some of the technical issues started to come through. We were already past the highest load that we'd achieved. Технические проблемы начали себя показывать во всей красе. We had the best and worst problem in the world, which is lots of people turned up. Our biggest scale test up to that. У них были самые худшие и лучшие проблемы.
and they won hundreds of thousands of people. Потому что десятки тысяч людей, грубо говоря, тестировали эту игру. Им приходилось до 40 патчей делать в быстром режиме. And really talk to you about what some of those issues are. It became a little bit of a trope, you know, in some of those early days, having a slightly kind of ashen-faced Joe and Craig standing in front of an audience on video saying like, hey, here's what we know is wrong, we hear you loud and clear, here's what we're going to go put right. И приходилось отдуваться Джо Ниту как раз и вот этому чуваку за все эти проблемы. То есть они не боялись, они выходили и говорили, что да, мы знаем, что есть такие проблемы. И они стали жертвами своего же успеха. Очень много людей хотели поиграть и прочее. Запрос был большой, и они, видимо, не справились с ним. And with that, obviously, the team were amazing and they'd scaled to really match everything that was asked of them up until launch. Это была первая AAA игра, при этом это была песочница, в которой можно было огромный мир и прочее, в которой можно было играть. You sometimes forget that there's literally a team of. И было тяжело не воспринимать критику на свой счет. Особенно когда говорят, ты играй дерьмище. Это довольно неприятно. Игра прикольная, но контента ни хера. Дайте еще что-нибудь, контент. So I had no problems finding things to go do and taking advantage of all the tools that were there. Игра в основном про то, что ты сам делаешь свою историю, и как бы этому чуваку было норм. В текущем состоянии игра — это просто разочарование. Куча классного геймплея. Ты чувствуешь себя настоящим пиратом. Но не особо много чего было поделать. Но потенциал огромный. Он говорит, что ему понравилось. Первый год для них был, нужно доказать, что игра достойна, что это именно то, чего они хотели. У всех есть план, пока ему в морду не стукнет кто-нибудь. Ну, это, конечно, здорово, но где остальной контент? Первый же вопрос был к ним. А у них все-таки игра отличалась от обычного формата игр, которые просто релизнули, и все, и это уже игра. И, собственно, вот сейчас они, видимо, будут про обновление говорить. У них, походу, травма, после этого поэтому добавляют кучу однообразного контента. А Sea of Thieves — это все-таки меняющаяся постоянная игра. Это как живое существо. Первый год они добавили Мегалодона, корабли, дьявольскую глотку. И, наконец, у них была годовщина первая. Годовщина, конечно, гениальная. Прям реально разрыв. И все, что было, некоторые вещи из прототипа, они смогли все-таки добавить уже в игру. И они каждую неделю в первые полгода какие-то фиксы делали, еще что-то добавляли в игру. И с каждым таким шагом им приходилось находить какие-то новые лазейки, чтобы там меньше памяти расходовалось и прочее. И чтобы дизайнеры могли добавлять какие-то новые красоты и фишки. New foes to vanquish. Since day one, I always wanted to fight like a monster, like a creature. Let's build a megalodon. Вот, собственно, один из вызовов был, когда добавили пиратские корабли Мегалодона. More items to interact with. How did I live before there were harpoons? New regions to explore. Devil's Roar is designed to be a more новые регионы, гарпун, дьявольская глотка должна была стать более опасным местом с вулканами. Fishing?
Fishing? That was what? Fishing? Is that really what you want? I was like, let me fish. Because people just enjoyed spending time in the game. They just go out and go fishing just for fun. И люди действительно хотели рыбалку, они просили, он говорит, серьезно, рыбалку добавить? Не верю, что столько людей хотели рыбачить. Вот не верю. Я хотел назвать свой корабль. Я хотел владеть своим кораблем. У меня была команда, чтобы я мог его там украшать. И они всегда прислушиваются и думают о том, насколько это возможно сделать. Ему нравится совы, он сказал. Каждый день были какие-то запросы. Один раз он сделал запрос, он хотел, собственно, видимо, чтобы животные появились, и вот они добавили, видишь, ему нравились совы. Он получил один раз от Джо Нита ночью имейл. Может быть, будет прикольно, если у нас на стриме будет живая обезьянка, и на следующий день у них уже обезьяна. Что могло пойти не так? Ну... Она обливала его. Я думаю, что этот момент ты можешь нарезать и где-то оставить на память. Это лучшее, что могло быть. Да. Реакция игроков на 9-й сезон. Это пойдет в шортс. Anniversary было просто колоссальным обновлением. Новое дыхание до игры дало. Было красиво. Волшебное время. Наконец появились какие-то истории в игре. As part of the anniversary release, we released Tall Tales. Часть релиза, соответственно, были Telltale. И это были впервые какие-то вот истории в Sea of Thieves, которые происходили. Соответственно, у них были книжки, они пазлы добавили всякие, ну то есть загадки, чтобы все чувствовали себя вовлеченными в это все дело. Это все не про золото, это все про славу. Это, собственно, вот первый трейлер арены был. Ой, слушай, у меня прям ох, все прям трясется. Арена. Когда арена вышла, это было просто, что это так было круто, так весело. Да. Меня бомбило как черти вообще. Да. Мы один раз зашли, это такой, я больше сюда не захожу. Это была уже другая игра абсолютно, в которую людям действительно было интересно попробовать играть. И разработчикам нравилось смотреть, как люди используют их игру, фишки. Когда они что-то добавляли, они не знали вообще, как люди это использовать. Фишка в том, что они tools, not rules. Ну, то есть, грубо говоря, они добавляют фишки, но правил по их использованию нет. То есть делай, что хочешь. Некоторые люди использовали лампы и, зная азбуку Морзе, передавали сигналы. Нифига себе. Чего? Это делал... Катапульту? Катапульту? Офигеть. И некоторым игрокам посвящены пасхалки в игре, их ники. Ну, у них там были такие глуповатые достижения. Самый первый, кто попал на паром, кто съел больше всего бананов.
У них еще и свои девелоперские аксессуары. Ты же мог купить себе такой, да? О, я бы не отказался. А, слушай, это вот ему посвящено. Книжка там в одной из пещер есть. Он в реальной жизни, по-моему, такую книжку сделал, и вот ему посвятили пасхалку. Sea of Thieves is extra special for me because I am playing with my wife. She never played video games before. Для него эта игра просто невероятная. Он играет в нее со своей женой. Она раньше в видеоигры вообще не играла. А вот этот слепой говорит, что он нашел здесь комьюнити, которым ему по кайфу. И комьюнити здесь это прям невероятная часть игры. Она не может иметь обычную работу, и поэтому она стримит. И она таким образом может избежать вот этой вот реальности, в которой у нее проблемы со здоровьем. Ее брат умер в 22 года. И он, собственно, показал ей эту игру. И во время игры они могли там побеседовать с ним. И эта игра вот этого человека, например, натолкнула на то, чтобы стримить начать, и изменила его жизнь. После больших изменений с оригинальной версии изначально, Sea of Thieves построила огромное комьюнити. И, наконец, это уже было похоже на полноценную, качественную игру. 2020 год. Что же было в 2020-м? Карантин, ковид. Самое сложное было в 2020 году, это что мы не знали, сколько это продлится. Как лидер организации, ты думаешь о предыдущем опыте, что делать. И это было совершенно что-то новое. И вот они не знали, как вести бизнес дальше, дела свои. Что будет с продуктивностью, с командами, с проектами. Она была всего 2 месяца в студии. Она только привыкла, и потом все раз и резко изменилось. Они были очень такой социальной, так скажем, студии. Ну, то есть они все общались. И тут нужно в команде с 20-30 человек все делать удаленно. И весь мир просто пошатнулся. I had a lot of concerns that I'd lose touch with my friends, that I'd come outside and be like, и он думал, что он потеряет связь с друзьями, и они даже не вспомнят о нем. И ты как будто заперт. So what you did instead was you connected through technology, online video games. Ну и вместо этого люди, собственно, пошли в игры. Originally it was a game, but it meant so much more to people post-COVID. Изначально это была игра, но с момента ковида все изменилось, потому что в игре можно было на корабле плавать, общаться. И для нее это как раз было то, что можно было как раз вот с друзьями там встретиться, что-то потусить, Она начала стримить из-за этого. Ну и это тоже. И в мире было столько всего, столько всяких возможностей, какие-то квесты случайные, какие-то события. И он гордится тем, что эта игра действительно объединяет людей.
And with that came the responsibility of making sure that it ну, matched какой-то the хаос, что-то expectations происходит. of our players. But nobody could have И вот expected она what гордится, came что next. все-таки And there was this ожидания игроков, surreal moment ну, им where удалось, we were put in touch наконец, with the creative team. оправдать, да. Оправданный. О, это легендарный момент. Я орал как сучка прям в метро. Я помню, ты мне скинул аудио. Да, я прям в метро трейлер смотрел. Да вот. Надо костюм купить все-таки. Будем вместе с тобой гонять. Да. Никто не мог поверить вообще в такое. Даже мы с тобой. Да. Причем сливов вообще никаких не было, даже слухов. Да, да. And then to actually get to go play it like a week later. Волшебство. И через неделю уже должен был состояться релиз. То есть буквально за неделю они показали. А я даже не помню. Слушай, я помню, это E3 было, кажется, его показывали. We could go А, create нет, a не game E3, like that, неважно. but why do that when we can just work with you? Inside, I'm kind of exploding at that point. Mike's pitch broadly kind of rested on what would happen if Davy Jones discovered our world. Destroy them! It was such a dream come true for me. Ну и, в общем, он думал, а что будет, если Дэвид Джонс попадет в их мир? Wanting to be a Walt Disney Imagineer, but then the responsibility Они of хотели изначально работать с Диснеем. It needs to be done in an authentic way. Нужно было сделать так, чтобы оно чувствовалось аутентично. You are in Jack Sparrow's kind of memories through the Sea of the Damned, and part of those memories are what happened in the narrative of the original 1966 ride. Вы, соответственно, видите воспоминания капитана Джека Воробья в этом самом. На пароме проклятых. Ну, в общем, в море проклятых. While the crew relished the challenge of staying true to О, это мне Pirates of нравится. the Погнали туда Caribbean, дальше. they also had some creative freedom. Но при том, что они должны были аутентично все сделать, у них была еще и креативная свобода, так скажем. Expecting to get dismissed and thrown out, like we can never do that. There's no way we could ever pitch blowing up a Disney landmark. And Mike turned to me and just went. Ну, они там разные вещи пробовали, что-то делали. Captain Jack Sparrow, show yourself, you miserable cur. You had this really clear goal, it was so exciting, and it kind of helped distract you from everything else that was going on. У них была четкая цель, что сделать. In one room and then going to the other room to have a call with Disney about what we were doing. It was fun getting to work with Shelley on it. В одной комнате он делал домашние задания с детьми, а в другой он общался с Диснеем по поводу, собственно, этого всего дела. Им очень понравилось это все делать. Самая сложная обнова, которую они делали, им приходилось делать в самых сложных обстоятельствах. И люди очень сильно поддерживали их. Для них с Энди это было очень сложное время, потому что ее родственник умер. Последнее, о чем он говорил с ним, это вот как раз пиратская жизнь. Он показал ему концепт-арты. Он потом понял, осознал, что для него это теперь память в честь вот этого человека. Sea of Thieves was just one of those games that just hit right for people in lockdown. There's been so many wonderful. И Sea of Thieves была как раз той игрой, которая идеально совпала в локдауне. Ну, кстати, мы-то в локдауне с тобой там вообще задротничали, как не себя. Да. Ну, это кайфово было. Мы с итальянцем там тусили. Да, с французом, с итальянцем. Ага. Какой бы флаг ты себе не повесил, какой бы курс ты не выбрал. Мы пираты, но мы еще и люди. Мои друзья все еще со мной, и мы до сих пор проводим время вместе.
people together. It's people that brought people together. Even on the Это не worst пандемия days, you know, the day my dad сблизила людей, это люди. Там что-то не успел, я, ну my ладно. laptop, and then I sent out an article. Он не знал, что делать, когда у него отец умер. И он там, собственно, гонял в игрушку, это его как-то отвлекло. И он по приколу, вот этот чувак решил где-то запостить, что он хочет жениться в море воров. Они для них специально сделали частный сервер и устроили свадьбу. Капец, классно. Да. Они целый пляж, в общем, разукрасили, там все сделали, расставили. Of saying our vows, we had a skelly pop up with a keg, and I just remember like turning around, just running. Когда она произносила клятву, вылез скелет и пытался взорвать, и она побежала. Это было прям потрясающий момент. While many of us love to explore every intimate detail of a title through multiple playthroughs, these next nominees have held our attention through consistent updates to their games that manage to engage, delight, and tell a story. And the BAFTA goes to Sea of Thieves. Hey everyone, bit weird to be recording this video and not knowing if we won or lost. Собственно, награду BAFTA дали. Вот так вот. Они втроем были в Дискорде, смотрели. И тут говорят, что Sea of Thieves победила. Они стучали по столу, кричали. А чем она победила? Я, слушай, я не помню. Ну, было дело, да, BAFTA. Но за что, я не помню. Ну, лучше открытый мир, по-моему, наверное. Что-то, наверное, да, такое. Пиратская жизнь была просто невообразимым каким-то моментом в игре. Это было одно из лучших обновлений. Ну и дали бесплатное обновление тем, кто плавали по морям. И мы все еще были... вот мы добавили капитанство. Самое забавное, да, здесь в списке реально обновления. Да. Наконец-то можно быть капитаном. Специфический сезон, конечно, был. Они добавили сезоны в игру. На каждом сезоне были какая-то косметика своя. Они добавили сокровищницы, святилищницы. Новые эти самые задания для легендарных пиратов. И работа постоянно, она говорит, меняется. Ну собственно, потому что они же добавили приключения ежемесячные. Здесь как раз говорится про то, как мы выбирали, какая будет судьба у Золотых Песков. До сих пор считаю, что это все подстроено было. Подстава, да? Да, просто они уже сделали кучу моделек и не хотели терять. Слушай, кстати, здесь важное обновление, сейчас обсуждаю стул. Они создали стул специально. Я уже забыл, что они там есть даже. Это одна из самых важнейших, сильнейших штук, которые мы добавили в игру. Да, и вот он говорит, что было бы прикольно, типа 4 стула ставишь рядом и друг другу рассказываешь истории. Ну, не знаю, специфический у них фетиш, конечно. Да. Но все-таки арена, пришлось им ее убрать, это было очень сложное решение. И они смотрели на арену как на возможный спортивный, соответственно, режим. Все могло получиться. Да. Могло бы. Ему нравилась арена. А потом он понял, что... Стример уже выбрал стул, уже сидит на нем. И они поняли, что все-таки основную часть люди проводят в приключениях.
Временами он волновался, что она до своего потенциала не дотянет. Каждый раз, когда он видит, как люди там свои какие-то истории создают или что там происходит, это именно то, что они хотели добиться. И у них потрясающая комьюнити, как обычно, бла-бла-бла. У них была возможность ходить на кучу всяких событий, встреч. И люди делились с ними какими-то историями, они, в общем, новые эмоции, новые какие-то вдохновения. У них были минимальные какие-то ожидания. Andy, and my name's JD. They did such a fantastic job last time. You'd have guessed it had been going for many years and they'd had loads of experience in it. Loads of people did go from the team and just, I think, were blown away and slightly overwhelmed by it. You know, Я так понимаю, что сейчас речь идет про... Помнишь, событие было там где-то в Англии, сделали фестиваль? Да, фестиваль Thieves был. И изначально они вообще не планировали, что это будет что-то большое. Но все билеты были раскуплены. Все билеты продали. Очень прикольно, согласись. Причем я вижу одних и тех же людей, которые это... Чисто друзей позвали. Да. With Sea of Thieves and when I started streaming, it actually made me have my first income. Когда я начала стримить, и это был ее первый заработок. Он теперь, полностью сконцентрировался на контенте, тоже вот, соответственно, он ютубер. Это один из самых известных ютуберов. Ну, он топовый чувак, конечно. Да. И, собственно, тоже на ее карьеру стримера очень сильно именно эта игра повлияла. Он никогда бы не подумал, что он встретит свою вторую половинку в игре. И их дочери плавают вместе с ними, им сейчас 11 и 12 лет, соответственно. Прикольно. Подожди. Хотя да, что-то не мэчится, да? Да, что-то как-то да. Ну, походу, это ее дети, а не их. Мне кажется, здесь обманули, либо я что-то не успел дочитать, да. Ну, в общем, там какие-то дети, будем считать. Они с чьими-то детьми тусят. Да. Педофилы проклятые. There's something lightning in a bottle about Sea of Thieves that you can't quite put your finger on, but it was just the right people at the right time with the right idea. Ну, как обычно сейчас. Эмоции. Все неописуемо, все классно. Rare crate games the world doesn't have. There is nothing like Sea of Thieves. There is nothing like the way you feel when you play Sea of Thieves. You know, a unique. Ну, они говорят, что вот их студия создает то, что, ну, как бы никто не создает. Ну, в принципе, можно с этим согласиться. Ну да, там были попытки. Стиль, да, там геймплей. Атлас был, не знаю, жив он еще или нет. Да, все пытались что-то сделать там, той же стилистики или что-то такое. 5 years since release, that's a huge amount of time, but we've done so much within it, but it honestly feels like a blur. That's the exciting thing with Sea of Thieves, right? We've still got so many ideas, so much potential, so many opportunities. That what's next? И что самое главное, у них до сих пор есть идеи, как дальше развивать. И они до сих пор что-то добавляют в игру. Ага, видим. It's an interesting thought, isn't it? I don't think the game will ever be done, and I think it's been the voyage of a lifetime to get to this point. Он считает, что игра никогда не будет доделана. Ну, конечно, хитряк они не починят, я уверен. Никогда. И он через 20 лет то же самое скажет. Ну слушай, походу все. Не, да. Прикольная документалка, молодцы. Классно сделали. Такое душевное. Да, чисто вот для небольшого комьюнити этой игры.
Блин, а какие прически здесь, чувака, классно, борода, такая татуировка, майк, классно, что не добавит ли ее? Офигенно же выглядит. Ну ты как обычно. Я визуал, ничего с этим не могу сделать. Ну картинки классные. Да. Ну чё, народ, чё скажете, как вам документалочка? Все почему-то W пишут на стриме. Hi, Jared. You're right. Hi, it's me, the one you forced to see notifications. А, ты смотри, еще что-то. А, привет, как дела? We will be adding owl pets. Я каждый день получал твои совиные вот эти вот письма, что ты хочешь сову. We will. There is concept art. В какой-то момент мы это сделаем. У нас есть концепт-арт. Мы добавим эту сраную сову. Чё, давай тоже заспаем, чтобы добавили что-нибудь. Look at this fella. Сейчас ты вот смотри, вот вот оно, смотри, добавим мы сову. Только хватит писать нам, да? Хватит писать каждый день. Owl work in progress. So, owl pets are coming. Ну, в смысле? Вот, видишь, могли бы намек на будущее дать. Вот вам намек. Намек на будущее, сову. Мы добавляем тебе сову. Вот и секретный анонс. Сову добавят в игру. Да. Вот когда добавят возможность оседлать акулу, вот тогда я им пожму руку. Я хочу кататься на акуле. Надо каждый день писать им. Да, давай реально за этим. Ну все, теперь мы знаем, что совы появятся в игре. Да, вот. Теперь ради этого стоит играть дальше. Да. Ну чё, нормальная документалочка такая. Одобряем. Ну она, час 15 шла нормально. Ну такой чисто фильм, да. Угу. Я думал, честно, будет минут на 20-30 документалка. Да? Да. А почему так и думал, что где-то на час? Special thanks. Special thanks for Rocket Pirate to stream our document. Ну что, господа, что могу сказать? Вот оно, вот оно. Все и готово. Так, а мне теперь надо что-нибудь показать. Это на фоне, чтобы было. Пока мы быстренько обсудим все это. Ну вот давайте вот футажи Red Dead Redemption смотреть. Ну у меня сразу Мормо показывает. Ты посмотри. Вот так вот. Ну чё, я в целом доволен. Нормальная такая документалочка. Скин на корабле есть с совой, теперь животную сову добавят. Да, согласен. Нормально. Кстати, да, я изначально думал, что речь будет про сову, которая типа скин. Ага, нет. Там чувак там чуть не расплылся вообще. Блин, это же насколько... Я вот не понимаю, как нужно быть таким приближенным к разработчикам, насколько это надо быть фанатом, или как себя проявлять надо, чтобы тебе, блин, личный разработчик звонил и говорил: чувак, мы делаем сову. Что? Кому надо там это... заглотыш устроить? Слушай, я понял теперь, мой фикс-арену чест может сработать. Да, теперь давай бесконечно это. Каждый раз писать. Будем их спамить. Ну что, заканчивать будем? Я думаю, что да. Ребят, спасибо всем, кто к нам сегодня пришел, кто нас сегодня поддержал своим вьюем, просмотром. Вот. Так что все, спасибо большое. На следующий стрим по-любому будет у нас в воскресенье. А на неделе, возможно, мы выйдем еще на один стрим. Может быть, четверг, среду, что-нибудь типа такого, короче. Так что следите за анонсами, за сообществом в ВК и сообществом в Ютубе. Ну и Дискорд, само собой, наверное, тоже будет уведомляться. Вот, поэтому всем большое спасибо. Всем приятных вечерних препровождений. Всем до свидания. Всем пока. Да, и спасибо большое Кириллу за перевод. Кирилл, ты красавчик. Спасибо мне, спасибо Аве. Аве Мария. Чао. Oh,
Flip the switch. Your move is open. Cut up the can you drank.